Всем здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим книгу Виктора Степановича Гребенникова «Мой мир», а именно главу «Полет», где он описывает свой летательный аппарат, который он называет гравитоплан. В этой главе он более детально описывает свой аппарат, как он на нем летал, из чего он состоит. Все в этой главе. Но единственное, у него есть флешбеки, то есть немного о том, что когда он говорит о своем аппарате, то он немного, то есть отвлекает читателя от своего изобретения. Я не знаю, зачем он это делал. Ну, начнем разбираться. Ну что, поехали. Обратите внимание, я обвел линиями переднюю сторону гравитоплана и руку Гребенникова, и их соотношение на разных фотографиях не совпадает. То есть в разборном виде, как вы заметили, 1 к 5 соотношение руки и передней части гравитоплана. А уже в готовом полету соотношение руки и передней части гравитоплана не совпадают. То есть 1 к 4 уже. Это, мягко говоря, не схождение. Ну, в защиту автора могу сказать то, что у него, возможно, были модели раннего сбора и позднего. То есть это разные две модели. Вот единственное оправдание в защиту автора. Вот. Ну что, углубляемся в эту тему. На данном рисунке, сделанным автором, который также находится в главе «Полет», автор описывает свой ночной полет над городом и то, насколько было его видно, либо не видно, то есть как мог обычный житель данного города видеть его летящего над ночным небом. Но здесь на этом изображении не это самое главное. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на положение его ног к вертикальной стойке, за которую он держался двумя руками. Обратите внимание, здесь стойка находится не по центру. Это также говорит, мягко говоря, это очень сильное несхождение, потому что в оригинальных фотографиях автор совсем по-другому стоит. Положение ног на платформе у него здесь на этом рисунке не соответствует. Либо, опять же, в защиту автора могу сказать только одно. Это разные модели, которые он забыл упомянуть. Либо это очень сильно фантасмагоричный рисунок и недочет автора. На данном рисунке Виктор Степанович Гребенников показывает, что при полете он находился в некой оболочке, которая раздвигала пространство и которую огибали световые лучи, что делало его практически невидимым, либо частично видимым. Он так и не понял, с чем это связано. Также эта оболочка позволяла ему разгоняться до огромных скоростей, не встречая попутного ветра. То есть внутренний воздух оболочки, который окружал Виктора Степановича, не смешивался с внешним воздухом, который находился за пределами этой оболочки. Но также автор описывает, что совершая очередной полет, пролетая над определенной областью, он чувствует запах растений данной местности. Данные факты немного конфликтуют между собой, так как воздух не мог проникать в его оболочку, иначе он бы не смог развивать такую большую скорость передвижения на большие расстояния. Вот. Либо не рассказал о каком-то еще эффекте, не описанном в книге. И мы подбираемся к самому интересному несоответствию, которое я заметил в этой книге, а именно с ходом времени. Автор описывает свой полет из пункта А в пункт Б. А по прибытию в пункт Б он говорит нам, что замечает на местности смещение более чем на неделю. Но он не раскрывает нам тайны, в плюс или минус неделю происходит смещение во времени. В тот день я изобрел путешествие во времени. Как сейчас помню, я стоял на унитазе и вешал часы. Вдруг поскользнулся, ударился головой о раковину, а когда очнулся, мне было видение, необычная картинка.
Что самое интересное, вернувшись в пункт А, он говорит, что время вставало на свои места. Я считаю, это очень сильное несоответствие, так как при полете, если было смещение на неделю, то автор должен был как минимум видеть один закат и один рассвет солнца. Он этого нам не описывает и никаким образом даже не намекает. Я считаю, это очень сильно конфликтует, потому что это такой факт, который нельзя упустить. Вот так вот. В данном случае в защиту автора я ничего не могу противопоставить. Единственное, что я могу подумать, то что он мог телепортироваться из пункта А в пункт Б, поэтому он не наблюдал такого яркого природного события, как закат и рассвет солнца. Это единственное оправдание в данном случае. Но оно тоже не может существовать, так как автор нам ни разу не упомянул о телепортации. Вот, это все логические несоответствия против существования гравитоплана, которые я заметил. Я отталкивался только от тех фактов, которые изложил в своей книге сам автор. Не судите строго, прошу, комментируйте, делитесь. В следующем видео будет все версии за существование гравитоплана. Буду также только отталкиваться от слов автора, предположить теоретически, немного философски, как мог летать его аппарат и его принципы. Комментируйте, пишите мне на почту свои мысли. Вместе мы попробуем найти правильный подход к разгадке Гребенникова. Также логически строго по книге я выскажу мысли по поводу, какое это могло быть насекомое. В данном видео также я не стал задевать такие темы, как эфир, квантовую механику, чтобы не ввести в заблуждение вас, зрителей, и самого себя. Эти пока что теоретические домыслы забирают много времени, и всем, кому интересна эта тема, можете поддержать меня, чтобы я мог уделить данной наинтереснейшей теме больше времени. В описании под видео я оставлю свой кошелек. Всем спасибо за внимание. До встречи.